Привет, всем привет, здорово, как дела? Я хотел бы рассказать о том, как я был в Нью-Йорке. Я снимал там некоторые видео, хотел их показать, я сделал небольшой монтаж. Из того, что получилось, хотел вот вам презентовать, так что поехали вперед. В Нью-Йорк я приплыл на корабле и высадился сразу же на Манхэттене. То есть не было вот этого вот момента с перелетами, сумками, какой-то суетой, аэропортами. Утром я проснулся, просто увидел Нью-Йорк в утренней дымке тумана. Огромные здания вообще будто спали в этой утренней тишине. И при первой же возможности я сразу побежал в город. Вот я, в общем, вышел на прогулочку в Нью-Йорке. Первые шаги по Нью-Йорку. Посмотрим, что они здесь предлагают. Сейчас я планирую посетить Таймс-сквер. Направляюсь на Таймс-сквер. Город потрясает своим масштабом просто. Я просто не понимал, как реагировать на все это чудо, весь этот здоровенный город. И чтобы как-то прийти в себя, я попил кофейка и отправился дальше. И увидел ребят, которые громко кричали. Люди собрались вокруг, и они не понимали, что происходит, почему они кричат, и что сейчас будет здесь происходить. You go up, I go down. I say, you go up, I go down. Посредством такой интерактивной игры с публикой они зарабатывают себе на жизнь. Да и вообще в Нью-Йорке очень много странных людей, которые какие-то немного сумасшедшие, ходят по городу в странной одежде. Но они просто зарабатывают на жизнь каким-то очень странным способом. Например, вот этого парня. В Нью-Йорке очень много разных уличных артистов и художников, которые вы увидите только там. Они просто зарабатывают тоже себе деньги прямо на улице, продают свои картины, фотографии, ну и просто распечатывают из интернета какие-то классные фотки. Так что даже обычная прогулка по центру Манхэттена будет крутой по-любому. И в один прекрасный день я также отправился на прогулку, немного прошелся по центру Манхэттена и потом отправился на смотровую площадку Рокфеллер-центра. Мне посоветовали ее друзья, так как многие туда попали, ходили, и это вообще классный шанс увидеть Нью-Йорк с высокой точки обозрения. Вот это здание очень старое, построено еще в 30-х годах. Оно выглядит действительно очень необычно. Здание выполнено в стиле арт-деко, очень так особенно. Я бы не сказал, что это какой-то очередной небоскреб. Внутри очень классная роспись. Если вы будете в Нью-Йорке, обязательно зайдите в Рокфеллерский центр и поднимитесь наверх на обзорную площадку. Так что я купил билет, он стоит около $20, отправился наверх. Но, к сожалению, пошел дождь, но это меня не остановило. Я все-таки поднялся наверх, чтобы увидеть этот прекрасный вид Нью-Йорк с Рокфеллерского центра, который вы по-любому видели в фильмах и на куче-куче фотографий. Enjoy. Thank you so much. You're welcome. You will send us, yeah? Yeah, you're welcome. Ah, okay. Самое классное действительно было в том, что пошел дождь, так как на самой смотровой площадке совсем не было людей, но так как у меня был зонт, вся смотровая площадка была только в моем распоряжении, и я наслаждался этим прекрасным видом один, как VIP-гость из Украины. С одной стороны открывается замечательный вид на весь Централ Парк.
другой стороны на Манхэттен. Под конец, вдоволь насладившись этим всем видом, я попросил двух француженок, которые тоже были сумасшедшие под дождем, зонтиками фотографировали. Ну, наверное, просто, например, у меня не было другой возможности туда подняться. И я попросил их сделать мне пару фотографий, и после этого отправился домой. На следующий день я снова вышел в город на прогулку и заметил, что все улицы как-то перекрыты, повсюду куча каких-то полицейских с автоматами, с собаками, К9, специальная служба полицейских в гражданском, с бляхами на груди, вот как в фильмах. В небе вообще были куча вертолетов, стояли колонны каких-то грузовых автомобилей, отряды спецназа с М-16, вообще как в кино, просто все отцепили. В итоге в одном из кварталов движение совсем остановили, оградили переносными железными заборами, и мы так стояли минут 15, может 30 даже. В итоге полицейский сказал, что сейчас в Нью-Йорке проходит саммит стран ООН, и я как раз стоял возле отеля, в котором проходили вот эти встречи. И движение остановили, потому что Трамп должен был выйти из отеля и сесть в свое авто и уехать. Но этого не произошло. В итоге проход открыли. Толпа людей просто рванула далее кто куда по своим делам. И я тоже потерял надежду увидеть нового президента Америки. Вдруг толпа оживилась, люди стали подходить к дороге, снимать на телефон, что происходило дальше. Это был кортедж президента Трампа. Я даже видел его в окне. Он сделал вот так. Наверное, меня увидел. Поприветствовал Никитоса. Наверное, все-таки я видел Дональда Трампа в окне своего автомобиля. Окно было затемненное немного, но как бы по волосам понятно было. И чувак рядом стоял, сказал, что это был он тоже. По идее, это был он. И в следующий раз в Нью-Йорке я отправился на прогулку автобусом Hop-on, Hop-off. Такой тур по городу на специально оборудованном автобусе для экскурсий. Он стоит что-то около $50. Может показаться дороговато, но этим билетом можно пользоваться на протяжении около 3 дней. И также сходить с автобуса и садиться на него в любом другом месте. Я делал тур за 2 дня, около 1,5 часа за один день, и то я вставал на полпути, так как не было много времени у меня. Там есть 3 линии маршрута, по которым можно выбрать экскурсию. Вверх по Гарлему, мимо Центрального парка и вниз по Манхэттену до Бруклинского моста. Я в даунтауне Нью-Йорка, направляюсь в Бруклин-бридж посмотреть на мост известный, один из самых старых мостов Нью-Йорка. Город крутой, кипит, все очень быстро, жизнь вообще летит здесь. Так, нужно мне посмотреть по картам, куда мне идти дальше. Почти пришел. Я попал на Бруклинский мост, один из старейших висячих мостов США. Его длина составляет 1825 метров, и он соединяет Бруклин и Манхэттен. Это 2 района города. Самое интересное, что Бруклин изначально был голландской деревней. И да, кто не знает, американцы изначально были европейцами. Очень классно, что мост разделен на 2 этажа. На первом нижнем этаже автострада для автомобилей, а на верхнем вдоль моста пешеходная и велодорожки, откуда открывается супер вид на Манхэттен и часть Бруклина. Также сюда включен в этот билет Hop-on, Hop-off буса билет на катер, который из Бруклина отправляется к середине Манхэттена и проплывает мимо статуи Свободы. И в этих автобусах также есть экскурсионный гид, который расскажет вам о достопримечательностях города. Мне попался очень классный колоритный парень из Нью-Йорка, который там вырос.
такой афроамериканец, как будто из комедийного фильма какого-то. Так шутил, классно рассказывал все о городе, показывал, вообще супер, поднимал настроение. Спустившись с другой стороны моста в Бруклине, я нашел пирс, с которого отправляется мой катер. Катер открывается вообще очень классный вид на Манхэттен. И потом вы еще подплываете, как я говорил, к Статуе Свободы. Это просто здоровенная скульптура в стиле неоклассицизма на острове Свободы возле Манхэттена. Статуя Свободы – это подарок Франции к столетию американской независимости. В Статую Свободы можно зайти тоже с экскурсией внутрь Статуи Свободы и подняться на самый верх. Прямо у нее в голове, вот тут в короне у нее как обзорная площадка. И можно видеть, наблюдать весь Нью-Йорк, Бруклин и вообще этот крутой вид. Но, к сожалению, я не успел туда попасть, но, наверное, в следующий раз. В Центральный парк я тоже попал на Хоп-он-Хоп-офф бусе. Встал возле музея искусств Гугенхайма, но выставки там, к сожалению, не было. Он был закрыт на реконструкцию. И я отправился в Централ Парк. Я начал где-то посередине парка и прошелся пешком до его самого начала. Сейчас нахожусь в Центральном парке. Здесь есть море в парке. Конечно же, это не море, а просто большое водохранилище, но оно придает такой живости и свежести природе в Централ Парке. Очень классно, такое ощущение, что я оказался просто в лесу. Только что был в огромном городе, а сейчас я в лесу где-то. Создается такое впечатление. Вокруг мегаполис, а в центре лес. Круто. В итоге я вышел на одну из маленьких площадей и был удивлен тем фактом, что где-то я видел уже это место. Оно мне оказалось каким-то очень знакомым. Сразу же у меня в голове начали проноситься разные сцены из фильмов, знакомые, которые я видел, и понял, что в этом месте снимали очень много тоже кино разного. Сейчас сразу не скажу, какие фильмы там были сняты, но просто вот сам факт, что я понял, что где-то я это видел. Очень такое классное ощущение, вообще гуляя по Нью-Йорку, видеть разные места, которые ты видел в фильмах своего детства, и потом понимать, что это здесь было снято, или это происходило именно здесь, и это создает такой эффект усиления эффекта города. И потом я услышал звук, такую приятную музыку, которая доносилась из этого туннеля, который там позади. Я просто пошел туда, внутрь этого туннеля, и был очень удивлен. Там играл такой аутентичный нью-йоркский джаз-бенд, блюз-бенд, который исполнял вообще крутую музыку. Когда я слушал их, у меня мурашки по коже просто бежали от этого живого исполнения. Я дико извиняюсь за это не очень хорошее качество записи, это всего лишь GoPro. Но просто слушайте сам мотив, очень крутая мелодия. Да что нам говорить, вот они, послушайте их. Если вы знаете, как называется этот трек, напишите в комментах, и я послушаю. Вот так вот, короче. Напишите. Никогда не думал, что скажу этот бред.
Ну, просто это такой вид общения, да, тут на YouTube, короче. Просто или напишите мне сообщение на YouTube, или напишите просто в комментарии, пожалуйста, название этой песни, потому что очень хочется послушать ее в оригинале, насладиться этим треком вполне просто в хорошем звучании. Ну, а мы поехали дальше смотреть Нью-Йорк-Сити. И мы снова пришли в Нью-Йорк рано утром, где-то в 6-7 утра, наблюдая невероятный рассвет над Манхэттеном. Привет, я направляюсь в музей современного искусства МоМА. Посмотрим, что мы там можем найти. Может, какой-то магазинчик, где они продают какие-то классные штуки. Как бы странно, но я хочу есть, и я попробую зайти в первое заведение. Салатец был норм, и я пошел дальше по пути, проходя NBC-студию, где снимают Saturday Night Live, этого типа вечернего Урганта, или наоборот. Наткнулся на кучу людей и трафика, и нашел путь снова по Google картам. Кстати, очень удобная штука, и пользуйтесь на здоровье, вообще классно. Потом зашел в официальный магазин Нью-Йоркского музея искусства, немного офигел от штук, которые там продают, и также от цен. Бейсболку с логотипом Нью-Йорк они продают за $50. Ту бейсболку, которую я купил в Украине в секонде, за 50 гривен. Билет в музей стоил около $20. Там большая выставка, целых 6 этажей, постоянная выставка и также привезенная, и еще отдельные художники, и еще куча всего интересного. Сейчас я в музее современного искусства. Такой типа весь искусственный. Зашел посмотреть, что. Посмотрим, что там. Где выход? Была реально интересная выставка о современной моде и одежде, откуда пошла такая одежда, как худи, Adidas и Superstars, почему футбольные хулиганы стали носить поло разных элитных брендов, как джаз повлиял на моду, откуда пошли балаклавы и почему они стали модными в одно время, откуда пошли парки и кто первым их пошил, когда появились первые варианты принтов на футболках, и все вот такие вот стандартные виды одежды, которые мы носим ежедневно и даже не задумываемся о их происхождении. Также сильная коллекция работ классических художников. Матисс, Пикассо, Ван Гог, Мане. Очень крутые оригиналы. Любителям таких вот штук будет очень-очень интересно. Это был музей современного искусства. Если вы увидели, то прямо в центре музея висит флаг ЛГБТ меньшинств. То есть это самый известный, самый крутой музей Нью-Йорка, который пропагандирует ЛГБТ-меньшинство. Вот все, что я могу сказать о музее современного искусства в Нью-Йорке. А вообще выставка неплохая, крутое собрание разных работ. Интересно очень. Такой крутой город, не хочется уходить отсюда. Много всего очень интересного, разнообразного. Просто не можешь остановиться. Смотришь по сторонам постоянно и куча разных людей, много всего интересного. Это бесконечно. Но мне пора возвращаться на корабль, к сожалению, ну или к счастью. Так что пора словить такси и ехать. Сегодня получается, что последняя ночь в Нью-Йорке. Мы планируем пойти в Бруклин
через Бруклинский мост и посмотреть, может найдем что-то интересное. Погода класс, тепло. Let's go! В нью-йоркском метро. Альфредо? Hey, muchacho, New York, New York. Феликс. Hey. Oder 34. Auf was filmst du? В поезде холодно, а здесь жарко. И вот мы на Бруклинском мосту. В 12 часов выключают освещение Бруклинского моста. Так что если вы хотите успеть сделать крутой снимок Бруклинского моста с освещением, с подвесками, тогда вам нужно успеть до 12 здесь пофоткать. Потому что мы пришли ровно в 12 и свет выключили. Но все равно получаются неплохие снимки. Come on. Нью-Йорк. New York City. Yeah. This is Yeah. really good. Nein, nein, weiter, noch da. Stopp. Mañana. Mañana. Мы фотографировали себя на фотоаппарат со штатива с длинной выдержкой. То есть такие получаются крутые фотки. Можно написать фонариком разные слова. Было круто на фоне Бруклинского моста получить пару крутых фотографий необычных. И вот как результат. У меня есть одна фоточка, но сори за качество. Мы идем по Бруклинскому мосту ночью. Здесь круто, классно. Вообще очень классно. Вообще было уже достаточно поздно, и что-то около часа ночи, и там совсем не было людей. Но нас это не пугало, и мы отправились дальше в свою ночную прогулку. Также вечером мы были на Таймс-сквер, это самая центральная площадь на Манхэттене. Красные ступеньки, как подиум, на них можно посидеть, отдохнуть с друзьями. На этих ступеньках также снимали кучу разных фильмов, клипов. Здесь очень много рекламных LED-дисплеев, которые крутят рекламу и днем, и ночью просто. Ночью там так ярко, что даже когда смотришь откуда-то издалека, с другой улицы, в сторону Таймс-сквер, то оттуда исходит такой яркий свет. Даже ночью по кругу над площадью летают голуби. Представляете, вот представьте себе, просто ночью они летают, они думают, что это день, потому что там такое яркое вообще освещение. Но голуби даже не подозревают, как они ошибаются. Также мы побывали в одном из ночных баров. Там было мало людей, но мы не делали на это акцент. Мы просто хотели вместе пообщаться. Но те люди, которые там были, они были супер дружелюбными и открытыми. Куча полиции, Нью-Йорк Police Department. Here. Куча людей. На каком-то движе. Как это невероятная вечеринка. Crazy city, really. No, Lanzarote is different, you know. Санторини. Santorini. Последний день прибытия в Нью-Йорк мне посчастливилось попасть на самую высокую точку корабля, сделать невероятный таймлапс прибытия в Нью-Йорк. Так что... И вот я снова в Нью-Йорке. Последний день. Получилось 2 часа свободных.
решил выйти прогуляться немного. Хороший день, солнечно, прохладно, ясно. Незамысловатый микс. Просто пройтись по городу, почувствовать настроение, посмотреть на людей. Ну, здесь всегда классно, везде. Не везде, конечно, не прям везде. Чувак бежит. Спорт. А вообще этот город напоминает настроением Одессу. Когда я в Одессе, у меня абсолютно точно такое же внутреннее состояние и чувство внутри. Разные люди, архитектура. Можно сравнить, Одесса — это портовый город. Нью-Йорк тоже. Нужно провести параллели какие-то. Наумничал, короче, много всего. Так что я насладился последним утром в Нью-Йорке, выпил кофейка возле Централ Парка. Люди спешили на работу и по своим делам, а я домой. До аэропорта меня вез мужчина, который, кстати, тоже оказался с Украины. Говорил, что жизнь в Нью-Йорке — это нелегко. Так вообще много кто говорит. Бездонная точка это. Не кидается, чтобы людям это все забирается в правительство. О, класс, красиво. Как у кино. Что? Как у кино. Как в кино, говорю. Говорят, что туристу там очень классно приехать, посмотреть, отдохнуть. Но если ты там живешь, то это совсем другая история. Give me my other cold woman. 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 Give me my other cold woman.